Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам масштабных моделей американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя Neo Scale Models. И в сегодняшнем видеообзоре я хочу вам показать еще один бескапотник Ford CLT 9000, который копирует прототип 1983 года. Это не первый Ford CLT 9000 в моей коллекции от Neo Scale Models. Когда я начинал рубрику канала, посвященную моделям в масштабе 1 к 64, то первый грузовик как раз был Ford CLT, только в другой схеме окраски. И где-то 14 или 15 видеороликом я вам показывал еще один Ford CLT, только в другом варианте окраски. И эти две модели я приготовил для сегодняшнего сравнительного видеообзора. Мы посмотрим, чем они отличаются друг от друга, какой у них уровень проработки, чем он отличается от 43-го масштаба. И вы в комментариях можете написать, а какой из показанных в сегодняшнем видеоролике грузовиков вам понравится больше всего. Я обожаю американские траки, стараюсь их собирать не только в 64-м масштабе, но и в 43-м масштабе. И, кстати, такой Ford CLT 9000 заявлен у XO Models. Модель уже выходила в рамках журнальной серии во Франции и в Испании. Грузовик, если не ошибаюсь, был в белом цвете с надписями Goodyear. А в варианте XO такая модель выйдет в синем цвете, но мне вариант окраски XO не очень понравился. И я подожду, пока выйдет другая схема окраски, сравню два грузовика и тогда приобрету модель и уже тогда сделаю на нее детальный видеообзор. Кстати, вы в комментариях можете написать, а удалось ли вам приобрести модель от XO Models, потому что в некоторых магазинах я видел, они в продаже уже есть. Пока что в наших магазинах местных в продаже такого Ford CLT 9000 я не встречал. Модель от XO стоит 32 евро 95 центов, во всяком случае у нас. Модель от Neo, когда она была в продаже, стоила 79 евро 95 центов. Значительно дороже, чем аналог от XO, но модели от Neo более детализированные. И если посмотреть на грузовики в 64 масштабе, то они примерно так и стоят. Единственное, у меня в коллекции очень мало полуприцепов для этих грузовиков, всего 3 штуки. Они идентичные от Neo Scale Models, и я планирую приобрести полуприцепы от компании DCP, но пока что не решил, как их доставить сюда из Соединенных Штатов. И вы в комментариях тоже можете написать, а какие интересные грузовики еще встречаются в 64 масштабе, какие производители их делают и какой у них уровень проработки. И, кстати, недавно были анонсы о том, что XO Models начал выпускать модели в 64 масштабе. У них заявлено пока несколько грузовиков, и я более чем уверен, что такой Ford CLT 9000 тоже появится в их ассортименте, ведь у них уже есть оснастка на изготовление модели в масштабе 1 к 43. Ну, давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный грузовик поближе. И тут упаковка стандартного размера для американских сидельных тягачей от Neo Scale Models в масштабе 1 к 64. На нижней стороне есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Также присутствует наклейка с указанием прототипа Ford CLT 9000, цвет белый с красным, Neo, масштаб 1 к 64 и артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. Уберем картоночку, также снимем пластиковый колпак, чтобы он нам не мешал разглядывать модель, и посмотрим на этот грузовик поближе. Очень аккуратная покраска, хорошее качество сборки. На этом варианте я не нашел пятнышек клея. Правда, есть криво установленные детали, что редкость для производителя от Neo Scale Models. У них в основном модели собираются очень аккуратно, еще раз повторюсь. У этого грузовика металлическая рама, кабина сделана из полимера, другие детали сделаны как из полимера, так и из пластика. Задние фонари тут из прозрачного пластика, на брызговиках присутствуют надписи Ford, также установлены регистрационные номерные знаки, рабочее седло. Вполне хорошие покрышки. Такие покрышки устанавливаются на все грузовики от Neo Scale Models в масштабе 1 к 64. Конечно, не хватает боковой маркировки, но из-за маленького масштаба, я думаю, будет сложно прочитать надписи на боковинах, даже если такие покрышки сделает производитель Maestro Models. Поэтому заменять резину на более детализированную пока что на этих грузовиках я не вижу смысла. Топливные баки окрашены серебристой краской, и тут серебро с очень мелким зерном, и оно издалека напоминает полированный алюминий.
Окрашен интерьер грузовика песочным цветом. Можно рассмотреть окрашенные сиденья. Рулевое колесо здесь черного цвета. Также присутствует спальный отсек. Стеклоочистители сделаны из фототравления. Надпись Ford — это декаль. Решеточка сделана также из фототравления. И виднеются маленькие циферки 9000. Осветительная техника здесь мутноватая, как и на большинстве моделей от этого производителя, но если правильно подобрать ракурс и делать фотографии, то издалека подобная светотехника выглядит вполне реалистично. Выхлопные трубы со сквозными отверстиями тоже придают реалистичности выпускной системе. И у этого грузовика не поднимается кабина. Хотя было бы интересно посмотреть на моторный отсек и на двигатель в 64-м масштабе. Есть производители, еще раз повторюсь, например, DCP, у которых открываются капоты, дверки, поворачиваются передние колеса. Но эти модели очень сложно достать в Европе. Они продаются только на eBay. Доставка плюс растаможка. Поэтому я пока что не решился на приобретение аналогов от DCP. И давайте посмотрим на первый грузовик, который я вам показывал, когда начинал рубрику канала, посвященную этим тракам. Автомобиль в темно-зеленом цвете. Как вы можете видеть, здесь другой орнамент на боковинах. Мне зеленый вариант нравится больше. Также у грузовика окрашена рама темно-зеленым цветом. У белого варианта она коричнево-бордовая. Точно такая же облицовка радиатора. Другие регистрационные номерные знаки. Точно такой же значок Ford. Интерьер тут более темный. Он коричневого цвета. Точно такая же выхлопная система. Тоже рабочее седло. Покрышки абсолютно идентичны. Одинаковые колесные диски. Задние части грузовиков тоже абсолютно идентичны. Еще раз повторюсь, отличаются только регистрационные номерные знаки. И покажу вам еще один Ford CLT 9000, который есть в моей коллекции. Автомобиль синего цвета, и он позиционируется как грузовик 78 года. Эти два Форда позиционируются как грузовики 83 года. И помимо цвета у этого грузовика другие колесные диски. Вы тоже можете посмотреть, чем они отличаются. Также окрашен центр колесного диска синим цветом. Задние ступицы тоже отличаются у грузовика. Другие декоративные шильдики. На синем варианте они красного цвета, на зеленой и белой модели они черные. И вместо овального значка Ford здесь прямоугольный значок красного цвета. И опять же стоят другие регистрационные номерные знаки. А остальные элементы точно такие же. Отличается также цвет интерьера. На синем грузовике он темно-серый. И мне понравились три модели, поэтому я их приобрел. Было сложно выбрать окраску грузовика. Синий вариант тоже имеет другой орнамент. Здесь он полукруглым идет. На зеленом варианте более прямые линии. И как вы видите, на белом варианте они тоже расположены по-другому. И у XO Models, у грузовика, орнамент похож на вот этот синий вариант. Хотя там тоже есть мелкие визуальные отличия. И XO берет модели с рекламных буклетов. NeoScale Models также берет свои модели с реальных прототипов. И я постараюсь найти фотографии в сети аналога от XO Models, когда буду делать видеообзор на эту модель. И покажу, соответственно, ее в следующем видеоролике. Пишите ваши комментарии, какой из трех грузовиков вам понравился больше всего, собираете ли вы модели в 64-м масштабе, какие грузовики есть в вашей коллекции, помимо отечественного автопрома, и нравится ли вам американская техника. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, там участники сообщества выкладывают фотографии своих коллекций автомобилей, и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на
масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.